Для чего нужны двери скрытого монтажа? Как правильно выбрать такую дверь? На что нужно обратить особенное внимание, чтобы не потратить деньги впустую? Почему все больше дизайнеров выбирают для своих проектов такие двери? И самое главное, какие подводные камни вас ожидают, если вы все-таки решитесь установить себе такие двери? В наших видео можно узнать не только это, но и найти много полезной информации о современном дизайне интерьера. Поэтому, чтобы ничего не пропустить, обязательно подпишитесь и нажмите колокольчик. Лэш. Реализуемые дизайн-проекты. Скрытые двери или двери скрытого монтажа называют так потому, что их рама, или как правильно дверная коробка, полностью скрыта в дверном проеме, а сама дверь фиксируется на скрытых петлях. Таким образом, получается, что смонтированная дверь не имеет выступающих от стены элементов, таких как наличники у классической двери, необходимые для того, чтобы замаскировать технологический зазор, заполненный монтажной пеной. Такая конструкция просто идеально подойдет для современного дизайна по ряду причин. Во-первых, выглядит такая дверь просто и сдержанно, но вместе с тем стильно и очень элегантно. Во-вторых, позволит избавиться от лишних элементов в отделке, а значит и от нагромождения деталей, и не будет перегружать интерьер. В-третьих, отсутствие наличников снимает очень важную проблему – это сочетание их с плинтусами. Например, вы выбрали полы цвета дуб-коньяк, а двери хотите другого цвета, например, какие-нибудь светлые. И вроде общая цветовая схема подобранных материалов правильная и все гармонично, но плинтуса одного цвета не очень смотрятся с наличниками другого. Вот тут и приходит на помощь скрытая коробка. В-четвертых, такие двери могут быть выполнены в одном материале со стеной, например, в дереве или каменном шпоне. Также на них можно нанести декоративную штукатурку или просто покрасить в тот же цвет, что и стену. Все это позволит вам добиться потрясающего визуального эффекта и сделать весь интерьер более лаконичным и стильным. Ну и в-пятых, такие двери могут быть практически любого размера по высоте. Некоторые производители заявляют о том, что могут изготовить дверь высотой до 5 метров. Я не буду сейчас заострять внимание на том, как правильно устанавливать двери скрытого монтажа. Я лично порекомендовал бы вам посмотреть канал Force Montage. Единственное, на чем я бы хотел остановиться, так это на том, что такие двери необходимо устанавливать на этапе черновых работ. И все видео, которые я посмотрел на YouTube на эту тему, рекомендую делать это до укладки напольных покрытий. Я против такой схемы, и вот по какой причине. Если вы установите коробку до начала работ по укладке напольного покрытия, то вам придется выпиливать напольный материал по форме двери. Сделать это филигранно вряд ли получится, и обязательно останутся зазоры, которые потом придется чем-то подмазывать. В итоге ваша идея на миллион будет выглядеть очень дешево. Именно поэтому в нашей студии сначала мы стелим напольное покрытие, затем устанавливаем коробку. Этот способ более сложный и кропотливый и требует от строителей определенного подхода к работе, быть более аккуратными и щепетильными и относиться к материалам на объекте как к купленным за свои деньги. Конечно же, напольное покрытие требуется дополнительно защитить. В итоге все эти трудности окупаются результатом. Коробка стоит на напольном покрытии без щелей и стыков, промазанных герметиком. Для кого-то это может показаться странным, так изгаляться из-за каких-то там щелей, но для нас это важно, ведь именно из таких деталей и складывается общая картинка. При выборе дверей скрытого монтажа я бы рекомендовал обратить внимание на следующие параметры. Дверная коробка. Их условно можно разделить на два типа. Первые состоят из двух частей. Непосредственно внешняя, видимая часть, сделанная из алюминия, и часть, сделанная из прессованной бумаги, которая непосредственно крепится к телу перегородки. Вторые состоят полностью из алюминия. Так производители делают для того, чтобы удешевить стоимость изделия. Это не хорошо и не плохо, это просто дешевле. И тут важно понимать, для какой задачи вы их используете. Например, коробки первого типа я бы рекомендовал только для перегородок из гипсокартона. Потому как если вы будете использовать какие-либо растворы для монтажа таких дверей, то есть риск попадания влаги из раствора на эти бумажные элементы, что неизбежно приведет к деформации дверной коробки и, как следствие, порче ремонта. Поэтому я бы рекомендовал купить подороже, но из цельного алюминия с ребрами жесткости и с рассчитанной нагрузкой.
Такие двери можно делать нестандартных размеров, более 2,5 метров по высоте, и быть спокойными, что ничего не случится. Второй существенно важный критерий – это выбор полотна. Как правило, все полотна для скрытых дверей делают по каркасно-щитовой технологии. То есть каркас из сосны обшивается панелями из МДФ или ЛДСП, внутреннее пространство заполняется сотами из картона. Некоторые производители дополняют свои двери таким материалом, как стиродур. Это экструдированный пенополистирол. Делается это для дополнительной шумоизоляции. Хотя изначально этот материал предполагался как теплоизолятор. В общем, здесь та же история, что и с пунктом выше. Чем дешевле полотно, тем дешевле сырье для его производства. И это все сказывается на качестве изделия. Также такие полотна делают из массива дерева. Это стоит значительно дороже, но и в плане звукоизоляции они будут на порядок выше, чем их более дешевые аналоги из МДФ. По типу кромки полотна бывают в алюминиевой кромке, в кромке АБС, это пластиковая кромка, или без кромки как таковой. Дверь без кромки я бы рекомендовал, если вы ее собираетесь красить. А вот если вы будете клеить обои, то лучше использовать кромку. Кромка предотвратит от задирания обои, и они не будут отрываться от полотна. Если материал оказался полезным, ставьте палец вверх и рекомендуйте наше видео друзьям. Спасибо, всем пока!